Здравствуйте! Сейчас хочу рассказать пару случаев из детства. Но когда я был уже постарше, это класс примерно 6. Ну, не знаю, как сейчас, а тогда в школе, бывало, происходили различные конфликты, даже и драки, и все такое прочее. На улице часто тоже такое приключалось, выясняли отношения. Подростковый возраст, тут деваться некуда. И вот однажды в школе был такой случай. Еще должен заметить, иногда были в школе такие хулиганы, там, или еще их как-то назвать. Они, бывало, по нескольку человек объединялись, не то чтобы группы там какие-то, как группировки сейчас говорят, банды там детские или подростковые. Нет, конечно, там 2-3 человека, и они обычно приставали к учащимся младшим возрастом. Вот, например, я в 6 классе учился, например, там 8-классники какие-то там подходили, там деньги отбирали и так далее и тому подобное. И вот произошел у меня тоже такой случай однажды. Подошла компания таких вот старшеклассников, там, по-моему, человека 3, и типа там давай деньги, там, или еще там что-то, я сейчас уже не помню. Когда я учился в школе, не то, что я был каким-то там конфликтным и так дальше, но, во всяком случае, старался не идти на поводу у таких вещей. Я говорю, я вам ничего, ребята, не дам. И попробуйте меня тронуть. Типа, за меня есть кому постоять. У меня 2 старших брата, обои учились в этой школе. И как-то в этом плане я чувствовал себя уверенно. Однако они стояли на своем, дескать, лучше будет. И, не то, чтобы меня побили сильно, так пару раз меня ударили. Без синяков, без всего, без скандалов. Типа, а в следующий раз там будешь, это хуже будет, там, и так далее, и тому подобное. Денег я им все равно не дал. Этих ребят, конечно, я знал. Они были постарше. И вот, чтобы не спускать это дело на тормозах, решалось это раньше, не знаю, как сейчас, примерно так. Пошли мы, я, мой старший брат и еще там один, тоже ровесник моего брата, его одноклассник, то есть более старшие ребята. И пошли мы с этими ребятками разбираться. В школе, как-то конфликты устраивать мы не хотели. И пошли, мы знали, где они живут. Тогда во дворах все было известно. И пошли и расположились во дворе, где жили эти ребятки. Один их не самый главный был там. И решили с ним поговорить по-свойски. Ждали, нету его и нету. То ли он увидел, то ли не увидел, не знаю. Как-то нам не попался. Хотя уже вроде бы должен идти из школы домой, но не попался нам. Делать нечего. Пошли второй раз, на второй день. Опять его караулить, чтобы выяснить отношения и поставить его на место. Опять он нам не попался. И встретил я своего одноклассника. Он тоже жил там, в этом дворе. А мой двор был рядышком. Дескать, а что вы тут сидите? Мне скрывать нечего. Говорю, так и так, ты помнишь, вот на меня там в общем-то, те-то напали. И вот мы пришли, сейчас надо поговорить с ними, разобраться там и так дальше. Ладно, вроде, типа и ушел куда-то там. И опять мы никого не встретили. И на следующий день в школе опять меня подкараулили, вот эта компашка. Подходят втроем, ты че вроде там приходил, что ли, с нами разбираться? Я так спокойно говорю, да, говорю, приходил, говорю, жалко, что, говорю, вы, ребята, не попались. Мы, говорю, с вами поговорили по-свойски. Да ты знаешь, что тебе хуже будет, зато ты знаешь, там мы тебя сейчас. Я говорю, давайте, можете меня сейчас поколотить еще разочек, потом вам же будет хуже. И вот они меня стращали, ля-ля, 3 рубля, там, как тогда говорили. В общем-то, угрожали, там, всячески это самое. Но я думаю, все, сейчас буду защищаться, какая-нибудь драка, так драка. Пусть меня там поколотят, все равно разберемся. Но меня они пальцем не тронули. В общем-то, после этой всей ругани на том и кончилось. И ладно, говорит, иди, типа, как бы тебе хуже не было. Но, должен я заметить, после этого случая ко мне подходить перестали, там деньги требовать или еще там как-то третировать. Знаете, как это бывает в школах, там пристают иногда к младшеклассникам там и так дальше. Короче, меня эта компания оставила в покое. В принципе, это меня устраивало. И поскольку такая ситуация приключилась, перестали мы ходить ловить этих ребят. То есть остался я неотмщенным. В принципе, меня и толком-то и не побили, так там, немножечко. Поэтому я большой претензий-то не испытывал. Мы гораздо более, в сильных драках участвовали в то время. И вот, вроде бы история на том и закончилась. Но еще одно было действующее лицо. Это мой одноклассник.
Вот когда он встретил нас, и я ему сказал, что мы караулим вот этих ребят, он побежал им и доложил. Почему мы их не поймали-то еще вот в этот день-то, во второй? Что он пошел и сказал, что, дескать, там, вот, ты знаешь, вот пришел там меня. Он знал, в одном классе мы с ним. Он пришел там со своим братом, со старшеклассником тоже. Еще там с кем-то пришли, в общем-то, с вами разбираться. Может, поэтому они и не вышли, те ребята-то, или, во всяком случае, их там главные. Ну, во всяком случае, я не знаю, как это расценивать, ну, как бы мой одноклассник меня заложил вот этим вот, ну, я не знаю, они ему не друзья, ну, как вот, я не знаю, как это даже назвать. Ну, вот, короче, была такая история. Об этом я, конечно, тоже узнал. И потом к нему подхожу. Ну, он был такой крепкий такой, этот парнишка. Ну, я подхожу, говорю, а что ты, говорю, это меня заложил, что ли, что мы приходили? И он здоровый такой парень, поздоровее меня намного. А я один свободно к нему подхожу. Ты что, говорю, меня заложил, говорю, этим ребятам-то? Что они, поэтому мы их не поймали, там и так дальше. Он, да нет, это не я ничего им не говорил. Испугался. Да я говорю, да ты не бойся. Я говорю, тебе благодарен, что ты им сказал, что мы их искали, обошлись без драки, и они теперь ко мне не пристают. Он, да нет, я ничего. Я говорю, иди спокойно, никто тебя бить не будет, и тебя мы не будем караулить. И он, наверное, испугался, что ли, этого. Ну, тем не менее, сам факт, что мой одноклассник вот так меня, можно сказать, что заложил. Ну, кончилось все хорошо. Меня оставили в покое в школе. Второй случай был. Это где-то класс уже примерно 9. Это дело было вечером. Я дома находился, что-то я там не помню делал. И вот звонок в дверь. И заходит ко мне, забегает, можно сказать, что мой друг растрепанный весь. А дело было зимой, без шапки, так что там нараспашку пальто. Такое, какой-то весь такой непонятный. Вроде бы не побитый, но такой какой-то потрепанный. Я говорю, что случилось? Ты откуда? Что бежишь? Где шапка? Он говорит, знаешь, так и так. Говорит, сейчас меня, говорит, трое встретили, говорит, начали вроде, ну, драться, все такое. Шапку с меня сняли, говорит. Я начал немножечко с ними отбиваться, но их трое, вижу, ничего не сделаю. Я, типа, от них убежал вот к тебе. Ну, я недолго думаю, где, говорю, они? Да вот, говорит, прям вот тут. Я говорю, пошли, говорю, сейчас мы их, говорю, там, поймаем, если далеко они не ушли, догоним, говорю, отберем и шапку и их накажем. Он, да, говорит, их трое, нас двое. Я говорю, не бойся, говорю, разберемся. И мы выбегаем, а там как раз я знал примерно, какая-то стройка шла, мы 2 палки с ним берем, вот с моим другом. Я говорю, бери палку, мы, говорю, сейчас их там отметелим, и шапку твою заберем, и разберемся с ними. И мы с этими палками бегом побежали туда, куда эти ребята ушли. 3 их там было, которые шапку сняли с моего друга. Бежим с этими палками, и тут милицейская машина, как говорили, Бобик. Останавливается около нас. Вы что тут с палками? Куда? Чего? Где? Да мы хотели что-то объяснять, но с ними не особо пообъясняешься. Ну-ка, садитесь в машину. Сейчас мы с вами там разберемся. Ходят здесь всякие там хулиганы с палками по улицам подозрительно. Открывает заднюю дверь, чтобы нас запихать вот в этот Бобик, воронок-то. Открывает заднюю дверь, а там эти ребята сидят, 3. Как раз перед этим они как-то попались этой милиции, не знаю каким образом. А мой друг-то их увидел, говорит, вот они, вот они. Ну, тут уже милиция заинтересовалась. А что, говорит, что значит вот они? Ну, как, говорит, рассказывайте. Ну, мы тут уже все им рассказали, что, дескать, так и так, почему мы с палками, что мы как раз побежали вот этих вот ребят искать, которые сняли шапку вот с моего друга. И шапка там у них это нашлась, все там разобрались. Ну, короче, поехали мы в отдел благополучно, написали заявление. Вот. И тут же себе милиция поставила галочку, что она оперативно раскрыла это дело, вернули вещи моему другу, и остались мы довольны. И дело обошлось очередной раз без драки. Вот такой был забавный случай. Ну, если бы, я не знаю, эти ребята там не оказались, то нам пришлось бы, наверное, долго объясняться, почему мы вечером в темное время бегаем по улице с палкой. Вот такая была история. Всем всего самого доброго. До свидания.